Acharyam Sarvarogaharam Bhaje. So today we try to understand about X-ray and carcinosis. Сегодня поговорим про X-ray и карцинозинум. В чем их разница? Это два препарата, которые при опухолях So применяются. X-ray we have better Materia Medica, but in carcinosis it is very limited. У X-ray материя медика провинг гораздо больше описан, чем у карцинозинума. So X-ray is infallible medicine. That is, a PL of alcohol is exposed to X-ray. Who? PL of alcohol. Put and this X-ray rays are passed through it for some time, and that this liquid has potent taste and test. X-ray – это один из нематериальных препаратов. Спирт облучали рентгеновскими лучами и потом потенцировали. So, while the proving this remedy, when they took this remedy, the symptoms started very early when compared to other remedies. И когда проводился провинг, обратили внимание на то, что симптомы очень быстро проявлялись. So they could record symptoms at once. And there is one thing, the old symptoms in many persons, they reappeared after giving this X-ray. И, вы знаете, да, что такое провинг же, все знают. Да. Вот. Во время провинга все записывали эти симптомы и обратили внимание на то, что старые симптомы очень быстро начинали проявляться. Вылезали старые симптомы. So while proving the remedy, they are getting new symptoms and their old symptoms. In some people, after 25 years, the symptoms reappear. И когда человек проводил провинг, когда гомеопаты проводили провинг, они обращали внимание на, с одной стороны, новые симптомы, которые вызывал X-ray, с другой стороны, они обратили внимание на то, что даже очень старые, там, 25-летней давности симптомы, которые у них были раньше, они появлялись снова. So from this we can understand that it is very, very deep acting remedy. Из этого мы можем сделать вывод, что это очень глубоко действующий препарат. So it acts on all miasms, anti-miasmatic remedy. И он действует на все миазмы и является антимиазматическим. Mostly tubercular. В основном туберкулиновым. And polycrest remedy. И он является полихрестом. Ой, я забыла нажать начало записи. Сейчас, секундочку. Так, just a minute. Мы говорим про X-ray в сравнении с карцинозинумом. И X-ray во время провинга, там поднимались старые симптомы, и это, получается, глубокий препарат, полихрест, антимиазматический, действует на 3 миазма, и в основном туберкулиновый. Sorry. Я все это сказала, не записывая, прикиньте. Sorry. X-ray, полихрест, туберкулиновый, действует на 3 миазма, глубокий, долгодействующий. Окей, sorry. Okay. So the patient will be generally tired and has sick feeling. Пациент уставший и чувствует себя больным. Persistent exhaustion. Exhaustion, what does it mean? Because if he is a daily laborer, for example, every day he used to work exhaustedly. So he feels exhausted after working for many years. Then he will become prone to this remedy.
Окей. Ну, то есть постоянное утомленное состояние. So generally, he has a sensation of lameness and soreness all over the body. У него ощущение болезненности во всем теле. Lameness, you know, А кто может проверить в телефоне слово? so Lameness. Lameness. L-A-M-E. Мы говорим про X-ray. X-ray. X-ray, то есть рентгеновские лучи. Препарат рентгена. И мы будем сравнивать его с карцинозином. he has Нет такого слова. This word does not exist. okay. I will tell the meaning. Okay. Lameness. Lameness, maybe L-A-M-B? No? А посмотри L-A... It is like paining from injury. Lame kind of. Ага, ощущение ушибленности и болезненности тела. Боль, как от синяков. Like arnica. Как So, у арники. sore, lame feeling all over the body as if beaten. You Нет. stated. Такое впечатление, избитость. Ощущение, как будто человека избили. Избитости. Yes, okay. So it has a tremblings all over the body. Tremblings. И у него дрожание во всем теле тоже. It is internal, like tremor, internal or external also. Both. Many times internal and sometimes external. И внутри все дрожит, а иногда и снаружи дрожит. Дрожь во всем теле. Then there is nervous powerlessness in limbs. He feels powerless in the limbs. Мгм. Конечности бессильные. Бессилие в руках, в ногах. Peculiar sensation. Sensation of swooning at times during day. Swelling in... No, not swooning. Swooning. О. Нет. That is Да, подними, пожалуйста. Swooning. O-O-N. some S. kind of Мгм. some kind of excitement. А иногда такое возбуждение. Не получается? Вот так. Нет, обморок. Swooning как обморок, да? Swooning is like fainting. Yes, powerlessness and a sensation of that it has after excitement there is a feeling like powerlessness. That is called Yes. swooning. Ощущение такое, возбуждение чередуется с предобморочным состоянием. Предобморочное состояние. Ощущение, что сейчас в обморок шлепнется, упадет. As a sensation of feeling as if dying. As if he die. Yeah, yes, as if he is dying. Ощущение, что сейчас умрет. All symptoms are worse when he is in bed. И все хуже становится, когда он лежит в постели.
All symptoms are aggravated towards evening and night. Также ухудшение к вечеру и ночью. All mental and physical symptoms are aggravated towards evening. Все и ментальные, и физические симптомы становятся хуже к вечеру. So there is a characteristic symptom that the symptoms appear intermittently. Sometimes the symptoms are there, sometimes not there. И перемежающиеся симптомы. Как бы они то исчезают, то обратно появляются. But they return in irregular intervals. Но нет регулярности в этих возвратах. Ну, Because то есть, we have remedies in regular intervals, isn't it? да, We потому что have China, sulfur. да. У нас есть препараты, которые дают регулярные повторы. Даже в материи медики есть там повтор через день, через два, через неделю, каждый месяц. Вот. А у X-Ray нерегулярные повторы. Ну, то есть мы не можем понять, когда они придут в следующий раз. У хины, у сульфура такие вот регулярные повторы, а у X-Ray нет. Muscles feel soft objectively. Feels like? Soft when we touch. Objectively, they Objectively. feel soft. Когда вы его ощупываете, ощущение, что он весь очень мягкий. Generally worse in open air. Worse in open air. А на открытом воздухе обычно ему хуже становится. Twitching internally in various parts. Itching. Twitching. Twitching. Да, у него подергивание в разных частях тела. Twitching, yes. Symptoms gradually increase in severity after noon. After the noon, generally they start increasing. Afternoon. После обеда постепенно к вечеру начинают нарастать все симптомы. Я имею в виду не после еды, а в послеобеденное время. For many years, the sensitiveness of nerves was gone. It is indicated in persons whom from many years the sensitivity of nerves was gone. Nerves are not sensitive anymore. So he's not sensitive. Because they cannot move. Maybe it is sensation is gone, or the motor condition is gone. Нервы постепенно теряют свою чувствительность. Либо саму чувствительность у них снижается, либо нервы хуже начинают работать, он не может там шевелить чем-нибудь. When he is exposed to heat, he gets itching. Когда он находится в жаре, у него начинается зуд. Rashes on extremities with pricking sensation in joints. Patches? Rashes. Rashes, ага. Высыпание на конечностях и зуд. Stiffness of back and neck. Stiffness in back and neck. In back and neck. And neck. In back. В спине и в шее скованность.
When he want to move his head, he has to turn that side. He cannot turn the head alone because of the stiffness. He has to turn all around. Если ему нужно, ну, к нему кто-то окликнет, то он поворачивается всем телом, потому что шея не работает. Ну, или в шее боль. Или скованность. Не может шею вот так повернуть. So burning in stomach, acidity, Жжение в желудке, кислотность. tendency to form tumors, И тенденция к формированию опухолей. It has affinity towards periosteum of bone. И сродство к периостеуму, к верхней части кости. All kinds of headache. Сродство, ну, у препаратов бывает сродство к определенным органам. Сродство к периостеуму. Периостеум. Насколько я понимаю, верхняя поверхность кости. All kinds of headaches. Самые разные головные боли. Partial, full headaches. Частично голова болит или вся голова болит. Intense headaches with vomitings. Сильные головные боли с рвотой. During headache, if you want to move, there will be vertigo. If he want to... You want to move, then he gets vertigo. Когда он двигается, у него начинается головокружение. Головокружение от движения. So, tendency to ulcerate. И тенденция к образованию язв, к изъязвлению. So, inflammation of mucous membranes. Inflammation. Воспаление слизистых. Very unstable with loss of memory. Mentally unstable with loss of memory. Ментальная нестабильность и потеря памяти. Indecisiveness. What it is? He cannot decide for himself. Indecisive. Indecisive. Ага, окей. Indecisive. Нерешительность. Lack of confidence. Отсутствие уверенности в себе. Depressed, despondent. Он разочарован и находится в депрессивном состоянии. Fear of crowd and fear of loneliness. Fear of knowledge. Fear of crowd. Crowd and? Fear of loneliness. Lonely. Он боится и толпы, и одиночества. Both are opposite word. So, this is a little bit about the Materia Medica. Это немного мы про материю медику X-ray поговорили. So, all kinds of skin problems are also indicated. All kinds of skin problems. X-ray также хорошо работает от разных кожных проблем. So, generally, we use this X-ray intercurrently in our treatment. If the normal treatment is not okay, then we can like intercurrent, yes? Yes. Обычно мы даем X-ray, если хорошо назначенные препараты не срабатывают. Generally, during treatment of cancers, we do not have all symptoms. Just we have only presenting symptoms. И часто во время лечения
рака у нас нет возможности получить все симптомы, а есть только какие-то вот текущие симптомы. So when we give this X-ray, then we may get the old symptoms. Yes. Мгм. Мы даем X-ray, и тогда симптомы проявляются. Ну, как интеркурент. Вот мы же все миазматики так используем. Если у нас застряло лечение, и хорошо назначенные препараты не работают, или мало очень симптомов, чтобы нормально подобрать препарат, даешь интеркурент и начинаешь. Выходят все симптомы, да. Because in some cases, Allen says that even when we give no source, if there is no good picture of patient, we cannot get the old history. The suppressed symptoms are not coming up even by giving sulfur, for М, example. м, Then a dose of X-ray will bring м. back the suppressed symptoms. Мгм. У Алина написано, что даже когда у нас вот такая картина, когда у нас застряло наше лечение, не можем мы нормальных симптомов взять или не можем нормальный препарат подобрать, ну, то есть ни на какой препарат не отвечает, мы даем обычно в этом случае сульфур или антимиазматики. И бывает, что даже антимиазматики, если не сработают, даешь X-ray, и все срабатывает. Ну, то есть имеется в виду, что выходят симптомы, и препараты начинают работать. So during the treatment of people who have family history of these cancers, intercurrent remedy of intercurrent dosages of this X-ray may prevent falling into the condition like cancer. Или если в семейной истории у нас есть рак, много рака, то иногда, когда мы даем X-ray, это просто является как это профилактика для того, чтобы наследственность не сработала. So this was confirmed by Master E.K. in his lectures. И также в лекциях мастера Икей это тоже подтверждается, то, что вот Ален говорил. So when we have a family history and his symptoms are showing tendency to turn into cancer, then it is better to give X-ray intercurrently 1 or 2 doses. When we already can see that this person is going to have cancer, or just for prophylactics? Prophylactic also, and also sometimes because in treatment, when a symptom is not getting better after many remedies, after Мгм. many, then slowly it may turn into cancer because for 7 years, if the symptom is recurring constantly, Почти 7 then we years. have to be careful. Да, окей. Значит, если в семейной истории есть рак, и мы видим пациента, у которого есть, ну, какой-то риск получения этого рака, это, например, какой случай? Мы лечим и лечим симптом, а он, допустим, много лет, 7 лет, например, этот симптом мы не можем вылечить. То есть тогда это указывает на то, что это может постепенно превратиться, ну, малигнизироваться, то есть злокачество может произойти. Тогда лучше дать вот X-ray для того, чтобы этого не произошло. Для профилактики тоже можно давать, говорит Анан. Yes. So, in also the treatment of tumors, this was a Также, very, very good remedy и также по лечению всяких опухолей X-ray очень хороший препарат. because we can, if we give Phytolacca or tuberculin or whichever the remedy which is indicated, but to be sure that it does not turn into a tumor, it is better to give a dose of X-ray. Мгм. Мы, например, даем фитоляку, туберкулинум, ну, препараты, которые показаны там при лечении опухоль. Но для того, чтобы вот все это не превратилось в рак, мы даем X-ray еще, плюс к тем. Фитоляка при раке молочной железы и при опухолях молочной железы обычно используется. So we have to be careful after giving this X-ray. If we get new symptoms, then we have to confirm with patient if he suffered with these symptoms previously.
Мгм. И здесь нужно обращать внимание на то, что мы помним, да, что было при прувинге. Если мы даем X-ray, и у человека появляется куча новых симптомов, мы должны обязательно проверить, бывали ли у него раньше эти симптомы. То есть это старый симптом, возврат старого симптома, или это что-то совершенно новое? So in direct treatment of these cancerous condition of patients, in palliation also, after giving the indicated remedy, if we give X-ray, it prevents the aggravation of that condition. Мгм. You mean we give medicine and prevent aggravation from this medicine? We are giving X-ray So or... prevent aggravation of these symptoms. Mm. Mhm. For example, if we are treating a blood cancer, suppose there is enormously increasing blood cells, the bloodstream. So we have given China. The general condition was better. The fever was better. Stability was better. But constantly there is an aggravation. In that intercurrently, if we give this X-ray one dose, this unnecessary aggravation of symptoms will cut off. Мгм. А также мы, когда мы даем когда мы даем паллиативное лечение во время уже существующего рака, для того, чтобы предупредить сильное обострение симптомов, мы тоже можем давать X-ray. Например, пример такой приведен. Значит, при раке крови, когда ну, слишком сильный рост идет кровяных клеток, мы обычно даем хину, и после хины вроде чуть-чуть лучше все становится, но потом все имеет тенденцию опять к обострению. Для того, чтобы этого избежать, после хины даем X-ray. Nanto, Mayu. Hanging out. Web mic ఆగిపోయింది. Pause there. Vasudeva. So we have to give a dose of X-ray to our computer. Yes. Куда? Recording you press? Restart recording, yes? Окей. Она-то шутит, говорит, мы с нашему компьютеру дали X-ray. X-ray 200 тысяч. So during this intercurrent doses, when we give in chronic treatment, it is better to give X-ray 30. Когда мы даем как интеркуррент X-ray, мы даем X-ray 30 лучше. Because in higher potency, the reappearance of old symptoms will be intense. Потому что если дадим более высокую потенцию, то могут, ну, сильнее вот эти старые симптомы могут вылезать сильнее. Because already when the patient is brought to us, he will be on many medications. We have to differentiate between the symptoms of the person and symptoms of the medicine what he is using at that time. И когда к нам приводят такого тяжелого пациента, мы должны всегда помнить о том, что он уже принял к тому моменту, когда с нами встретился, огромное количество медикаментов, было огромное количество подавления, и его симптомы, они чаще всего это симптомы препаратов, которые свою болезнь всегда дают. Вот. Нам нужно лечить симптомы пациента, которые все подавлены. In acute conditions where there is a cancerous ulceration, oozing with intense burning and debility, trembling internally,
then we can give in large high potencies. Mm. In hypotensis, Yes, uh, usually in this state, the vital force is not strong. But still, we because can. yeah, because it has the tendency to mm, give strength to vital force. Because when we give a during proving, when they give a dose of X-ray, it could bring out the symptoms which appeared 25 years ago. Mhm. So it has a tendency to give strength to vital force. On Mm, that basis, we will give. mm, mm. А если человек уже имеет продвинутый рак, и у него уже изъязвление началось и очень сильная слабость, тогда мы можем давать СОЭК в высоких потенциях. А я спросила, а ведь обычно в этом состоянии человек уже слаб, жизненная сила слабая, мы, ну, обычно боимся давать тогда высокие потенции. Он говорит, ну, так как во время прувинга мы показали, что, то есть он поднимал какие-то очень глубокие слои, вот, вывод такой сделан, что он очень сильно поднимает эту силу жизненную тоже. Поэтому дают высокие потенции. So in some cases, during in menstruating women, the bleeding is so intense and so profuse. After giving any medicine, it is not stopping at all. Мгм. Then we can try X-ray. X-ray. Interesting. При менструальных кровотечениях обильных, когда ничего не помогает, и мы даем обычный препарат, который мы даем при кровотечениях, они никак не срабатывают, мы можем попробовать дать X-ray. 30 years. 30 only. Да, X-ray 30 мы можем попробовать дать. И иногда он останавливает кровотечение. So why does it help? Because no medicine could really help the vital force to get rid of that symptom. Okay. So again, it is boosting the vital force, yes? Мгм. И я спросила, а почему так? Ну, то есть это вообще не препарат на кровотечение, если что. Он говорит, потому что обычный препарат, который останавливает кровотечение, не срабатывает от того, что очень, ну, жизненная сила опущена. И он срабатывает, видимо, потому что вот у него есть эта способность поднимать жизненную силу. So all these polycrest remedies Ой. have and anti-miasmatic remedies have this tendency um, to give strength to the vital force, so that М. um, uh, there will be improvement in the strength during They will be? there will be improvement in the vital force, Ага, yes, better yes. counteracting the condition. Ага, окей. Ну и вообще вот этой способностью поднимать жизненную силу обладают все полихресты в той или иной степени. For example, when the woman is bleeding profusely, intensely, clots and everything, she is very debilitated, weak. When we give a dose of, for example, sulfur is indicated and we have given it. After given this, even though there was bleeding and suffering, her weakness will be better first. She Мгм. could tolerate this symptom. Да, yes. Например, у женщины очень сильное кровотечение, и ну, и она очень ослабла из-за этого кровотечения, и тогда мы ей даем сульфур, тоже не очень большой препарат на кровотечение. Это я от себя добавила. Вот. И у нее кровотечение продолжается, но у нее слабость проходит, и появляются силы. So, so this kind of tendency is in highest degree in X-ray than any other remedy. И вот у X-ray эта способность поднимать жизненную силу, она выше, чем у других полихрестов. Sometimes, for example, we are treating a case of headache.
Например, We are мы лечим кейс головной боли, случай головной боли. treating every time he is getting better and again he is getting headache. И у нас картина такая, что становится получше, потом все скатывается куда, где было. We have tried all remedies and we have also given sulfur China for the cyclic repetition, but does not helping any. И мы уже там пробуем один, второй препарат, все время становится лучше и возвращается, становится лучше, возвращается. Сульфур, хину уже давали, все. Вот. Но ВОЗ и ныне там. Or every day getting headache and the associated symptoms are changing. Или, например, головная боль так и осталась, как была, а сопутствующие симптомы изменились. Ну, yes. Yes, Ну, yes. So the vital force of this connection is very low. То есть это доказывает, что у этого человека очень низкое сопротивление, ну, то есть низкая жизненная сила очень в изношенном состоянии. No, I am saying this. The vital force of our internet connection is very low. Извините, это он про интернет. У нашего интернета очень низкая жизненная сила, оказывается. Вот. So every time the associated symptoms are changing. He's heading at, for example, in the beginning he is getting headache with that dizziness, weakness, etc. Мгм. Ну, как меняются сопутствующие симптомы? Например, изначально у нас была головная боль с головокружением, слабостью и так далее. So we have given bryonia, he was better, Мы дали ему брионию, ему стало лучше. and again after some time he got headache again. А через некоторое время у него снова начинаются головные боли. This time he got excessive sweating with headache, И throbbing headache. в этот раз у него головная боль с избыточным потением, такая пульсирующая головная боль, Preventing him to go to sleep. не дает ему спать. And then we have seen there is aggravation from light and sound. И мы видим, что у него обострение от света, от звука. We have seen and we have given a dose of Theridian. He was better. И мы ему дали дозу тиридиона. И ему опять лучше. After some time again he is getting headache with different set of symptoms. А через некоторое время опять возвращаются головные боли, но сопутствующие, головная боль меняет свой характер. Тиридион. Мгм. So with we have observed this tendency that every time symptoms are changing, we are given tuberculin. Туберкулином? You said we have gain on what? Yes. Туберкулин. And changing of symptoms every time. На это No stability in symptoms. No stability of symptoms. We have Ага, selected the tuberculin according to you. окей. И из-за того, что это нестабильность симптомов, мы выбрали, например, туберкулинум на это и дали ему туберкулинум. But we are observing that Даже, может быть, там еще были какие-то препараты. Самое главное, что у него головная боль возвращается в новой форме, с новыми сопутствующими. Мы даем другой препарат, снова вернулся. И на эти вот меняющиеся симптомы мы даем, допустим, туберкулинум. so we have observed that constantly the intensity of pain in the head is increasing, even though the symptoms are changing. И мы замечаем, что головная боль, ее интенсивность, она становится при этом больше. Плюс к тому, что меняются сопутствующие симптомы, еще и головная боль становится сильнее. And the gap between the two episodes of headache is getting nearer and nearer. И частота головных болей тоже увеличивается.
То есть перерыв между головными болями тоже становится меньше и меньше. And generally, when we inquire about his family history, we may get cancer of some kind in his blood relation. Cancer of? Some kind, any cancer. Мгм. И когда мы расспрашиваем про семью, мы выясняем, что у него там была какая-то, а, ой, господи, карцинома. Ну, то есть какой-то рак был в семье. So this tendency of incurability we have taken, the changing we have taken, irregular intervals we have taken, history of cancer we have taken, and then we can prescribe this X-ray. It Мгм. will it will make a cyclical repetition of the symptoms. It decreases the intensity of pain. Мгм. Мгм. И мы берем за основание к назначению вот эти вот непредсказуемые непредсказуемые формы возврата и время возврата. Мы берем то, что в семье есть рак, мы берем то, что есть тенденция к усилению и тенденция к неизлечимости, значит, к злокочислению. Мы назначаем X-ray, и тогда и интенсивность головных болей проходит, и все становится лучше. Also, it prevents the patient to go into cancerous conditions in И April. тем самым мы предупреждаем вот это вот, предупреждаем возможный рак наследственный. And generally, we get that out so scientifically and so carefully we are giving remedies, but still people are suffering from cancer. I couldn't understand. So carefully we are selecting a remedy. Ага, да. So scientifically basing on the Да. principles, we are Да. trying to select a remedy, but still in our treatment also we are getting cancers. Yes, for sure. Ну, то есть просто вот мы же все хорошие специалисты. Мы, основываясь на науке, правильно подбираем препараты, все делаем хорошо. И все равно даже в нашей практике все равно иногда возникают у людей рак. So then we have to educate the patient И тогда мы должны воспитывать этого пациента. what То he есть has to eat, what he has to avoid. мы должны ему рассказывать, что он должен есть, что он должен, чего он должен избегать, как он должен себя вести. And the availability of doctor in emergencies, that is also most important thing. И также важно, чтобы доктор был доступен для таких вот, неотложных случаев. Because the symptoms may come at any time. Symptoms, what? Symptoms may aggravate at any time. Ну да. Потому что симптомы могут усилиться, ухудшиться в любое время. So availability of medicines, why we are giving some medicines to keep with him, we have to explain it. И когда мы также должны на этот случай давать препараты какие-то с собой и объяснять, как их можно применить. Generally, in treatment, when they get high fevers in between, they use the medication to subside the fever. Later, they come to us. Э, Generally, Ага. generally during Да. treatment, when there is a acute condition like fever or something, Yeah. they use normal medicine. Yeah. They get rid of fever. Better to educate how to use homeopathy in Yes. acute case. Yes. Потому что все равно, когда у человека возникает какое-то острое заболевание с высокой температурой там и прочее, он обязательно какой-нибудь нурофен выпьет. Лучше дать ему гомеопатию, объяснить, как ее можно использовать в острых случаях. Like we give ferrum phosphoricum D6 and telling that in first signs of Yeah. Because
You have to try this because sometimes it. This is all our effort to avoid Yeah, yeah, the maintaining yeah, yeah, cars. But some extent we can avoid, some extent we cannot. yeah. Ну да. Подобно тому, как мы даем ферромфосфорикум D6 и говорим, что при первых признаках заболевания тебе нужно попробовать этот препарат. Ну да, говорит Ананту, мы говорит, даем разные варианты, но иногда они действуют, иногда нет. Recently, yesterday only, a patient came to my clinic, said he does not get any relief. Then Uh, I asked him, he does not have any what? he does not have any relief after 3 months. He started medication for 3 months for Yeah. some problem. He does Ага. not got any relief Any from it. relief, any relief, yes. И вчера только у меня был пациент, которому я давал препараты на 3 месяца, чтобы он принимал. Он вчера пришел и говорит, у меня нет никаких изменений. Then I asked about his food habits. Are you following the food habits or not? Тогда его стал спрашивать насчет его пищевых привычек. Следует ли он советам? Then he told that a person who suggested him to come to us, he said that they will tell more of these food restrictions, but it is not necessary. I am not following it, but still I have cured from my problem. Another doctor said that no No, need. no, another doctor, the patient who suggested him to come to us, А, he said that they will mention you many rules about the diet. No need to follow. I am not following it, but I have got relief. So you can also go. They will tell and you can. окей. И он сказал, что тот человек, который посоветовал ему прийти сюда, в эту клинику, он сказал, они тебе еще там будут говорить много там про диеты, там всякие, вот это, все это фигня. Ничему не следуй. Я ничему не следую, мне отлично помогает. I I do not understand how I could explain him now. И я тогда была растеряна, что мне делать. So these are all practical problems because nowadays it is very the idea of getting rid of these diseases is very different. Мгм. Ну да, сейчас всякие идеи о том, как лечиться, у всех разные. They do not want to change their routine or food or The main something. thing, yes. Очень многие люди приходят совершенно не готовые хоть что-то изменить в своей жизни. Ой, это Their правильно. habits, their environment, Не могут изменить свои привычки, but still they want cure, но which is not possible. они хотят, да, излечиться при этом. Но это часто совершенно невозможно. All we know with our Ayurvedic center, you know. In Ayurveda, it is even more important. Main treatment is diet. They are So they are telling, if I follow this diet, I will be cured without without your medicines. yeah, that is what we are saying. There is no need of medicines. You follow it, you will be better. Я говорю, вот уж мы знаем в нашем аюрведическом центре, у нас есть пациенты, которые приходят и говорят, что-то вы мне тут напрописывали, если я вот такой диете буду следовать, но мне ваши препараты не нужны, я и так поправлюсь. Нет, вы мне дайте препараты, с которыми я могу продолжать все это есть, поправлюсь. So this is so funny. And sad also, not only funny. Also Battery in is running low. Battery is running low. Vasudeva, Vasudeva. It is not connected yet. Battery is running low. Okay? Okay. so
That is the reason why we have much business upon health. Yes. И поэтому гомеопат-целитель должен иметь очень беспредельное терпение. Потому что Because if иногда they have ударить. the, Это я говорю. the more importance is given for appearance, not being. Now the people like Yeah. this. Потому что сейчас-то народ все-таки больше ориентируется на то, как все выглядит, а не то, каким все является. In every field. In every field it is like that. Да, во всем они такие. They want to appear very beautiful. Они хотят казаться, люди хотят казаться очень красивыми. Не быть красивыми, а казаться очень красивыми. For that, they are going to artificial things, which in turn they are not happy by using them, but still they want to use. Да, и поэтому они идут на всякие искусственные там костыли, они не очень-то счастливы, но в смысле, они им не очень-то нравятся, но они их используют, да. Now, in prescribing silica, you have to ask very attentively. Sometimes these Swarna wires are coming. Ой, извините, пожалуйста. Да, очень внимательно нужно с некоторыми препаратами спрашивать, нет ли чего искусственного, потому что у одной гомеопата, коллеги, был случай, когда она дала силику, и через несколько дней женщина как дикобраз стала, у нее золотые нити пружинками по всем щекам. А это состояние стоит. Могут и убить. Силика все вытаскивает. So here the X-ray generally in these conditions we use it. Then in 80% we are successful with this X-ray preventing. Very good percentage. И этот X-ray нас в 80 случаях, в 80% случаев, когда мы его назначаем, он срабатывает очень хорошо. Это очень хороший процент. But still, because I am also the food habits, the routine, we have to be healthy, but sometimes it is not possible also. For example, we are seeing many patients, many phone calls because we want to make ourselves available to people. Then sometimes what happens is we go into disposition with loss of sleep, loss of appetite. We are going etc. to, but we are going to. We will go into disposition with loss of sleep, loss of appetite because no timely food. Yeah. Sacrifice is needed. It is not good. But it is discussion accepted. Да, мы сами тоже должны всегда следовать правильной диете и правильному режиму жизни. Но часто с нашими пациентами это не получается, говорит Ананту. Потому что мы там, когда и едим неправильно и не вовремя, и спим не так. Вот, я говорю, это отдельная дискуссия, надо ее провести. Это неправильно. Ну да, потому что, конечно, такие люди, как Ананту, они просто полностью жертвуют собой ради сумасшедшего пациентов. When we see the life of great people like Master Ike, he used to work around the clock for so many years without rest. We cannot imagine. Да. Ну, и перед нами пример таких людей, как мастер Икей, который работал там 24 часа в сутки, и это вообще невозможно было представить, что так можно. Because maybe in 30 to 40 years, he did a work which was useful to ages to come. So many generations.
Да, за 30-40 лет он сделал столько работы, сколько другой сделал бы за несколько столетий. Because all his teachings, only one fourth we could get are recorded. М. Потому что все, чему он учил, может быть, только 1/4 мы сумели вот, ну, записать, и все это осталось. Ну, вы знаете, да, сколько он книг написал, сколько лекций оставил. Это 1/4 того, что он делал. Because his time he has given to everybody during traveling. Every time he used to give good suggestions to many people, give directions to their lives. Мгм. И даже просто, там, даже когда он из одного места в другое переезжал, в путешествиях, в любой момент своей жизни он все время давал наставления людям, все время их наставлял на путь истины, Medically советовал, also, medically лечил. also, he used to take all the medicines boxes and books with him. He used to go into slums and help people for hours there. He used to study and give medicines there until Where? they get better. Where? In the areas where there are slums, people who could not go to any doctor. Yes. И вот также вот эти медицинские туры они организовывали в те места, где вообще никаких докторов нет, они брали там с собой огромные аптечки, приезжали и там до последнего пациента принимали. Даже наши вот друзья из Украины и вот Витя Субботинов, они участвовали даже в этих, вот с мастером Ананта Кришной, участвовали в этих медицинских месячник. А Линда участвовала. Линда, you participated, yes? In this medical tours. Да. I explained that We even cannot imagine. our Ukrainian people and Still, Linda, still they, in our time when I started my practice, everything was arranged. We have dispensaries, we have buildings. People are coming there. But in the beginning, master used to go to people with м, medicines and books, go to their houses, be there in nights and treat them. It is we cannot imagine how he worked. да, мы даже представить это не можем. Когда, говорит, я уже подрастал, у нас уже были все эти диспансеры, у нас были места для приема, все. А вот мастер Икей, в свою бытность, он просто брал этот чемодан с лекарствами и пешком по окрестным деревням ходил, ну, в какие-то районы города, где жил, ходил каждый вечер. У него там расписано было, у него вечером было время, когда он вот шел, и там до полуночи, иногда среди ночи он к ним шел. В общем, такое самопожертвование. May master help us by following him. И мастер нам помогает. So this is a little thing about X-ray. In carcinosin, we do not have many provings Это вот было про X-ray. У карцинозинума нет много провингов, because in carcinosin, the medicine was prepared from the extraction of the tissue from the uh, uh, cancer Мгм. carcinoma. А карцинозинум – это азот, приготовленный из раковой ткани. So very little. The mental symptoms are almost not there. Ментальных симптомов совсем мало. Maybe depressed, lacking of interest towards life, Может быть, депрессия, отсутствующий интерес к жизни, fear, страх. and he has no belief on it. И у него нет веры. Belief in recovery. Recovery. Он не верит в то, что может выздороветь. Then tendency to ulcerations, the mucous membranes are inflamed. Да, тенденция к воспалениям и изъязвлениям слизистых оболочек, Tendency to bleed, тенденция к кровотечениям, tendency for necrosis.
Тенденция к некрозам. There are only few symptoms of carcinosin. Вот Generally, это симптомы карцинозинума. generally this carcinosin uh, we use when there is active cancer in the body. Мы обычно используем карцинозин, когда уже есть активный рак. And there is intense inflammation, pain, and all the symptoms of Воспаление, боли, and unstoppable bleeding. неостановимое кровотечение. So recently we have used in few cases where there is profuse unstoppable menstruation for months. Недавно мы в нескольких случаях его использовали, когда в течение нескольких месяцев продолжалось не останавливающееся кровотечение у женщины. So they got better in few cases. И в нескольких случаях стало лучше. But later we do not know, as we do not know the whole Materia Medica, we have to give some other remedy which is indicated. Но так как мы не знаем всю материю медику этого препарата, мы вынуждены были давать и другие препараты потом. So the tendency to getting cancer, we use X-ray. After getting active ulcerations, something we better to use carcinoma. That is how В нашей we can клинике use. мы при тенденциях к раку используем X-ray, а при уже имеющемся раке используем карцинозин. Which potency you are using? Carcinosin in 200. В 200 потенции обычно используем. Because less we do not know, more we do not know. 200, да. In general, there is an opinion that all nozodes shouldn't be used less than 200. But botulinum tuberculinum you are using, yes? Yes. They are introduced by Master only. Okay. Я сказала, что многие, ну вот из мэтров гомеопатии, они говорят о том, что нозоды вообще лучше меньше, чем в 200 не использовать. Опасно. Но вот мастер Икей, он ввел использование боцилинума очень широкое, даже в острых Yeah. случаях простуд. И туберкулинум 30 они тоже используют. Нормально. Bacillinum is more safer to use in 30 than tuberculin. И боцилинум в тридцатке использовать гораздо безопаснее, чем туберкулинум. And also in some cases of stubborn diarrhea, EVM, Dr. Bujji has given Medorinum 30. Вау. В некоторых случаях очень-очень упорного поноса мастер ИВМ даже давал медаринум в тридцатке. After that, he had never had diarrhea. I cannot understand how he has given it. Но это единичный случай был. Я не понимаю, говорит, как он его дал. Но медаринум обычно в тридцатке никто не дает, да? Aridity of? Алло? Да. Фава. Да. Потому что была наследственность от отца. You mean гонорея? У отца была гонорея, потому что он дали, да. Okay. So you take some relations of X-ray. They are given here. Let us go through it. Сейчас поговорим про связи у X-ray. So it can be compared with calcareous, all calcareous, calcarea phos, calcarea fluor, calcarea sulfur.
Можно сравнить X-ray с калькериями, калькария флюорика, калькария фосфорика, калькария сульфурика. Causticum, Heparsol, Uh, many remedies. Heparsol and Heparsol, Medorinum, Natramur, Sorinum, с гепаром, сульфуром, медоринумом, сульфуром и Pulsatilla, пульсатилой, Silicia, силицией, Sulfur, Tuja, Tuberculum. сульфур, туя, туберкулин. With all the For materia its, medica. for its power to reproduce old or suppressed symptoms. Да. Вот с этими, со всеми препаратами X-ray можно сравнить по его способности вытаскивать старые симптомы. Actia resmosa, Lilium tick, Lac caninum, Platina, Sepia. Not so fast. Actia resmosa, Актероцемоза, Lilium лилиум tick, тигринум, Lac caninum, лакканинум, сепия, Platina, платина, Sepia pyrogena. сепия, спирогеном. For nervous reflections and neurologic conditions of organs, glands. Ага, в вопросе неврологических рефлексов. И glands, you said? Glands also glands, indulation of glands. И тропности к этим, к железам. And in tremors we can compare with agaricus. Так как X-ray имеет тремор, вот в этом вопросе, по этому симптому мы можем сравнить его с агарикус, Zincum met, цинкум металликум cuprum metallicum. и с купрумом металликумом. And the electric and the neuralgias and neurasthenia means loss of sensation. Yes. We can compare with again agaricus, medorinum, natrum, carb, phosphorus, so many. Симптом потери чувствительности с агарикусом, с медоринумом. Агарикус, медоринум, Phosphorus. фосфор. Phosphorus, I don't know why he have given phosphorus because it's so sensitive. Yes. What do you say? You don't know why phosphor? Yes. Phosphor He has is given. very related to nerves, no? Yes, very related to nerves, but it has more sensitiveness. More sensitiveness. It was more sensitive because I think my idea is too much and too low. Yes, It is yes, same, maybe. sometimes same medicine. So, Извините, фосфорус тоже. Ананту заметил, что я не понимаю, зачем фосфор сюда поставили. Вот, потому что у фосфора, наоборот, чрезмерная чувствительность. Но вот часто у один и тот же препарат показан при слишком мало и слишком сильно. Ну, то есть, например, как платина, мегаломания и комплекс неполноценности. Может быть, тоже. Окей. antidotes, Naxomica, sulfur. Антидот. Антидот. Антидотом к X-ray является сульфур и ноксмомика. That's all. That's all. No inimical. No inimical. We do not know inimical We was don't given know. Okay. till now. Okay. And which follows well? Any remedy, because after giving X-ray, the original set of symptoms come out, and then we have to give according to. Ага. Враждующих нет, а хорошо следовать может любой препарат, потому что он вытаскивает все симптомы человека
И по этим симптомам мы уже можем подходящий препарат определить. Okay, and like in intercurrent, sometimes we give intercurrent, then we give again the medicine which was not working before, it starts working after. So it's same, yes? Yes. It's same. Yes. Да-да. Мгм. И вот бывает такое, когда мы даем интеркуррент, и в том числе и X-ray, мы даем хорошо подобранный препарат, он вообще не работает, как горох в стенку. Но мы знаем, что батобия сильная и должен работать. Вот мы даем интеркуррент, какой-нибудь назот, или мы даем X-ray, он еще сильнее в этом смысле работает. И мы даем, повторяем тот же препарат, и он уже отлично работает. То есть он возвращает реактивность организма. Да. I know the use of these both remedies in 30th, 200 and 1M potency. Not more after 1M potency, I never saw the usage of these medicines. Okay. И я использовала X-ray только в 30, 200 и 1М. Более высокие потенции, я не знаю их действия. So, what shall we study tomorrow? Что мы будем завтра изучать? Эпилепсия. Эпилепсия. Sure. Про что? Они их не используют, но я могу спросить, конечно. Петр is asking, so tomorrow epilepsy. Yes. Piotr is asking if you can tell how to use LM. LM potency. Yes. I never used it. And Okay. my uncle also, from whom I learned homeopathy, he never used it. I do not know. Okay. I have only theory, but no practical. Yeah. Okay. This what I said to him. Okay. Он никогда не использовал, и мастер никогда не использовал, и поэтому он может только теорию рассказывать, не видит смысла. Okay. Very good. I had some questions, but I forgot to take them with me. Then I will ask tomorrow. Okay, sure. Yeah, and I will tell to people to prepare questions. So we The will give most interesting. we close early 15 minutes and we have a session. We stop 15 minutes earlier and then we have this question and answers. It may be useful. Maybe, yes, okay. Я говорю, у меня были вопросы, но я забыла, я их записала и забыла взять. Готовьте вопросы. You can prepare questions if you have. Yes. If some difficult case, for example. I have plenty. Петя, ты тоже, если у тебя были какие-то сложности с лечением, вопросы готовь. Ну, то есть готовьте вопросы. Это самое же интересное, когда задаешь вопросы. So make it 3 or maximum 5 questions to discuss in you. First discuss what questions you have to put and make it 5. Make Which 5 questions every day. Every day 5 for questions. 15 minutes. Yeah. 5 questions. Yes. That is because all questions we cannot answer in 15 minutes. Yes, for sure. Но мы ограничимся 5 вопросами каждый раз. Да. For sure. Maybe even not 5. I don't know. Thank you all. We will see. Thank you so much. Vasudeva. Thank you so much. Vasudeva. Vasudeva.